Приветствую всех своих подписчиков, а также новых челов, которые изобрели на мой канал. Потому что сегодня помимо прочего хлама, я покажу вам Дерби Синду. Все же знают мотоцикл Зид-пилот. Так вот, Дерби — это его отец. Русские инженеры попытались скопировать его. Но у них, как всегда, не получилось. Вместо дисковых тормозов, они установили барабаны, вместо алюминиевых колес стальные. Вместо нормальной вилки какие-то стальные ломы. Вместо резонатора вонючая банка, в лучшем случае четверть-волновка. 3 передачи вместо 6, воздушное охлаждение, а не водяное. Абсолютно все, что они копировали, делали в 2, а то и в 3 раза хуже. Это максимальное говнище. При том, что выпускались эти мотоциклы в одни и те же года. Но теперь давайте про хорошие. Я купил эту Синду за $200. Она полностью комплектная. Нету только обоймы нижнего сепаратора. Она куда-то делась, но это мелочи. Ведь за $200 я получил крутой мотард с дисковыми тормозами, алюминиевым маятником, моноамортизатором. Также двигатель имеет водяное охлаждение, раздельную систему смазки. И самое главное, это 6 передач. Мечта любого севкадрычера. Сейчас моя задача разобрать двигатель и подготовить к сборке на новых запчастях. Клапан я уже снял. Теперь посмотрите на этот клапан. Какой он большой. И это стандартный, для 50 кубов. А теперь посмотрите на конченый клапан от Джога, который вы ставите на свои Мински. Впускной коллектор здесь очень задушен, ведь стандартный карбюратор Делорта 14 мм. Я планирую ставить карбюратор побольше, поэтому заказал впускной коллектор с большим диаметром. Здесь стояла крутая чугунная поршневая от Полинина 80 кубиков. Диаметр поршня 50 мм. Развитая продувка. Мощность больше, чем у ваших Минсков. Но как вы видите, из-за того, что нижний сепаратор разлетелся, поршневую тоже задрало. Возможно, в будущем я ее отремонтирую, но сейчас я просто решил заказать новую поршневую на 70 кубов, с диаметром 48 мм. Стандартный резонатор тоже подвергался каким-то пыткам, и я уже знаю, чем его заменить. Здесь стоит зажигание Ducati. Такое же самое стоит на М6 двигателях. На мотоциклах Бета, Гиллерах, Апрелях, даже на Хускварнах. Универсальный одним словом. На обратной стороне написано Ducati Энергия. Сам мотоцикл не очень тяжелый, наверное, килограмм 100. Двигатель держится на 3 точках крепления. Сайлент-блоков здесь нету. Хотя было бы неплохо. Потом я его помыл водой под высоким давлением. Примерно 6 атмосфер. Чтобы отмыть всю грязь. Теперь можно приступать к разборке. Когда открутил крышку помпы, то я обрадовался, потому что она живая, и это уменьшит расходы на этот двигатель.
Только что я открутил маслонасос, и его сразу можно выбросить, потому что при тюнинге он бесполезен. Сюда я просто изготовлю заглушку. Помпа и маслонасос приводятся в движение через пластиковые или текстолитовые шестерни. Они в отличном состоянии, к ним лезть не нужно. Тут я заметил, что в двигателе нету балансировочного вала, но как позже оказалось, его ставили на дорожные мотоциклы фирмы Derby типа Aprilia RS50. Посмотрите на эту великолепную корзину сцеплений и сравните ее с Минской или Восходовской. Разница ощутима. Для 50 кубов эта корзина имеет запредельную прочность. Жаль только, что какие-то криворукие поляки туда уже совали свои поганые руки и сломали одну направляющую. Диски сцепления очень легкие. Они или с алюминия или магния, тоже в неплохом состоянии. Их менять не нужно. Столик с барабаном тоже с алюминия, сама корзина на втулке. На новых моторах она уже на двухигольчатых подшипниках. Чтобы снять эту шестерню, мне пришлось купить симник за 500 гривен. Она сидит там без шпонки, как на Яве, что говорит о точном изготовлении деталей. Чтобы располовинить картер, нужен еще один симник, который я изготовил сам. Нужно нагреть картер, где сидит подшипник, и потом крутить болты. С обратной стороны сделать так же. Коробку я не снимал, ведь главное правило мотористов — не лезь туда, что и так хорошо работает. Итак, что мы имеем? Корзина в нормальном состоянии, но сломана одна направляющая, будет немного дисбаланс, но менять я ее не буду. Втулка без люфтов, венец шестерни в отличном состоянии. Нажимный диск тоже немного подрало, потому что какой-то слабоумный поляк закрутил длинный болт в крышку сцепления, при выжиме его задирало, но это ничего страшного. Сами диски сцепления в отличном состоянии, можно их оставить и не менять. Поршневая, как я и говорил, под замену. А это пусть лежит до лучших времен, когда-то сделаю.
Коллинвелл тоже под замену. Я уже заказал новый от фирмы ТНТ. Но при большом желании этот можно сделать. Как я и говорил, коробка отлично работала, и я туда лазить своими кривыми руками не буду. Сами картера тоже в живом отличном состоянии. Ну и на этом все. Теперь ждем 14 дней, пока мне приедет посылка с Польши, и будем собирать этого зверя. Прощайте. Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Я Сигма, крутое, очень крутой Сигма, Сигма.